Для вкусного пирога без весов нам понадобится 1 стакан манной крупы, стакан 200 мл. К манке добавляем 1 такой же стакан кефира, кефир комнатной температуры. Перемешиваем эти продукты и оставляем манку набухать в кефире минут на 15-20. Чем мельче ее помол, тем быстрее она набухает. Пока манка набухает, я беру 2 куриных яйца. К яйцам добавляю щепотку соли. Строго по рецепту нужно добавить 1 стакан сахара, но по опыту я считаю, что 3/4 стакана будет достаточно. Для замечательного ванильного аромата добавляю чайную ложку ванильного сахара. Теперь эти продукты нужно взбить до пышного состояния. Можно венчиком, но быстрее будет миксером. Пышную и ароматную яично-сахарную массу выливаем в набухшую манку. И аккуратно перемешиваем. Дальше в тесто будем добавлять муку. 1 стакан без горки. К муке добавляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Вместо разрыхлителя можно взять 3/4 чайной ложки соды. Эти продукты пропускаю через сито. И опять аккуратно перемешаю. У нас получается вот такое мелкопузырчатое воздушное тесто. Тесто прикрываю и оставляю на 15 минут отдохнуть. Подготовим форму для запекания. Форму смажем растительным или сливочным маслом. Постоявшее тесто переливаю в форму. У меня форма размером 20 на 20 сантиметров. Отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Через полчаса пирог готов. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Проверяем готовность пирога, как всегда, деревянной палочкой. Она должна выйти чистой и сухой. По желанию готовый вкусный пирог можно посыпать дополнительно сахарной пудрой. Рецепт, как видите, простой и даже экономный. Минимум яиц и полное отсутствие масла. Но манник при этом получается очень вкусный, нежный и воздушный. Порадуйте себя такой вкусняшечкой. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк и, конечно, мне очень интересно узнать в комментариях ваше мнение об этом пироге. Готовьте себе в удовольствие и будьте здоровы! Мы увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.